Хороший блог всегда лучше начинать с песни. Аллах. Оланд фактично людина, яка готується до відходу з політики, тому що ми знаємо, в квітні місяці наступного року будуть президентські вибори у Франції, і ніхто не сумнівається в тому, що Оланд їх програє. Что случилось? Конечно же, вы знаете, в ПАСЕ Оланд сделал неоднозначное заявление по поводу того, что сначала выборы, а потом уже контроль над границами. Заявление на самом деле весьма-таки неоднозначное. Однако же, как к нему отнеслись в украинском политикуме, а также в экспертной среде. Вот это вот эксперт сидит на украинском телеканале и четко уже дает понять, что Оланд это, знаете, списанная лошадь. Скоріш за все буде Саркозі президентом. Це жесть. А кто еще может стать президентом? Может быть кто-то близкий нам? Невеличкий шанс теж, але не для України шанс, що президентом стане Ле Пен, Марін Ле Пен. Между ужасом и жестью находится пока что Оланд. Оланд пока что является сторонником политики Киева. Ну, во всяком случае, он заявлял себя сторонником политики Киева. Потому что на самом деле Оланд является сторонником политики Франции. Что, в общем-то, понятно любому человеку, который уже вырос из маленьких штанишек. Но вот здесь Оланд делает заявление, которое не нравится Киеву. Во всяком случае, воспринимается неоднозначно, недвусмысленное заявление. И сразу же Оланд никто. Оланд Ну, і відповідно, враховувати думку цього політика вже не так і актуально. Ні для Росії, ні для будь-якої іншої великої країни світу. И что там Оланд говорит, это до лампочки, потому что то, что он говорит, не имеет никакого значения. Оланд никто уже. Аваков рассказал, что Оланду следует помалкивать, ибо французский президент много на себя берет. Очень много на себя берет, понимаешь? Причем, что когда Оланд высказывался в сторону Украины, что-нибудь позитивное, так он брал на себя намного меньше. А вот сейчас он много на себя взял. И знаешь, бери ношу по себе, потому что, так сказал Аваков. Французский президент много на себя берет. Сначала безобразные высказывания министра иностранных дел Франции Эйро во время визита на Украину, теперь президент Оланд. И я говорю вам, господин Оланд, не смейте указывать нам отдавать территории Украины и миллионы жизней наших граждан под путинский режим, потому что так вам кажется удобным. Ваши предложения и трактовки урегулирования войны на Донбассе неприемлемы и возмутительны для любого настоящего украинца. Мне больше всего нравится, я говорю вам, мсье Оланд. И Оланд такой, ого, сам Аваков сказал. Оланд, він молодець, з Парижу, мабуть, видніший. Я б йому запропонував приїхати в Пєски або Авдіївську промзону і там подивитися, як там політично врегулювати конфлікт. О, это козырный аргумент, я тоже часто его встречаю, мол, тебе там из Ниццы или там откуда-то из Вильнюса виднее, мол, ты приедь сюда и рассмотри. Так у меня вроде бы как есть средства связи, там, интернет, пацаны, 21 век. Здесь та же самая история. А из Вашингтона намного виднее, то есть из Вашингтона ближе, знаете, как к промзоне, чем из Парижа. Да? Обурюється і її голова Володимир Ар'єв. Критикує французького лідера, про це пише в соцмережі і робить висновок. Оланд не вважає за потрібне займати жорстку позицію щодо Росії. Это страшно, конечно, критикуют в соцсети, в Фейсбуке. А Ар'єв разъярился и покритиковал Оланда в соцсетях. А Оланд, так как он каждый день просматривает, что там пишет Ар'єв, посмотрел это и горько-горько заплакал. О том, как господин Оланд договаривается с Россией, мы видим по результатам бомбардировок Алеппо, когда, несмотря на все договоренности, российские войска убивают мирных жителей. О, величайший политик современности Борислав, сам понимаешь, Береза, который обеспокоен людьми в Алеппо. Правда, он вряд ли расскажет, где Алеппо расположено. И вчера он еще об Алеппо ничего не знал. Но сегодня, когда это в тренде, знаете, мы все, сегодня каждый из нас это ребенок Алеппо. В общем, его экспертное мнение очень важно. Кстати, то же самое можно говорить и о Донбассе. Франсуа Оланд доказал, что он политик, который уходит на покой. Но он же уходит на покой не со вчерашнего дня. Он же вроде бы как и позавчера собирался уже уходить на покой и вещички паковал. Но позавчера вы его целовали в известные места. Потому что это президент Франции. А от Франции, ребята, вы зависите очень сильно. Но вот здесь вот Юрий Стец захотел получить как-то разъяснение.
от МИДа Франции. І тут для мене ситуація не зрозуміла. Я б хотів отримати пояснення МЗС Франції, що він мав на увазі. И МИД Франции уже бежит отчитываться перед Юрием Стыцем. Уверен, сегодня, до полудня, хотел сказать, уже прошел полдень, но я думаю, к вечеру отчитаются по-любому. Сейчас идут террористические акты, идут совершенно серьезные столкновения между нациями, между французами арабского происхождения. Ну и как же тут обойдешься без экспертных оценок вот этого вот еба. И он рассказывает, что столкновение между нациями, а французы французского происхождения и французы не французского происхождения, это две разные нации. Ну, будем знать, кстати. Поэтому он пытается проводить свой личностный пиар на Украине, так сказать, играется на кошках. Ну, не играется на кошках, а тренируется на кошках. Ну, вот я опять-таки подумал, что же он имел в виду? А между расами он, наверное, имел в виду. То есть для Геращенко вот так вот существуют расовые отличия. Между есть французы настоящие, есть французы не настоящие, есть украинцы настоящие и украинцы не настоящие. Смотрю на Геращенко и думаю, настоящий он украинец или нет? А шеф его, Арсен Аваков, настоящий украинец или нет? Геращенко, ну не стоит это. Мы, украинцы, сами будем решать, как нам обустраивать нашу страну. Нам советы в вопросе, как проводить выборы на оккупированных российской территории, не нужны. Ну, как это вам не нужны советы, если вы постоянно эти советы просите, если вы ездите и выпрашиваете мнение Франции по тому или иному вопросу, чтобы потом бегать по миру и кричать, смотрите, их мнение такое же, как у нас. Франція та Німеччина разом працюють над тим, щоб організувати нову зустріч нормандської четвірки для встановлення миру на Донбасі. Про це президент Франції заявив з трибуни Генасамблеї ООН. Да пусть заткнется. Во-первых, его мнение никому не интересно, а во-вторых, его никто об этом не просит. Но сейчас заявлять о каких-то выборах, это не более чем политический пиар и безответственный популизм со стороны Франсуа Олланда. Политический пиар человека, который уходит на покой. Разумно. Мы не предлагаем за французов решать их территориальные проблемы и внутренние проблемы. Ну, может быть, Геращенко и не предлагает французам решать их проблемы, а Порошенко вот предлагал, я помню. Україна пліч-опліч з нашими французькими братами, партнерами готова докладати всіх зусиль для боротьби з тероризмом. С нашими французскими братьями прям мы готовы стать плечом к плечу. Ваше плечо никому не нужно, но вы же его предлагаете. Поэтому не надо нам советовать, что делать на территории Украины. Это наша страна, это гибнут наши люди. Ни один французский солдат нас сюда не пришел защищать и не придет. Поэтому нам в первую очередь решать, как быть. Слышишь, Геращенко, реши что-то там за кредит МВФ. Вместо Германии и Франции, к примеру, которые поддержали выделение Украины помощи от МВФ. Они поддержали бы, и это самое. Конечно, для украинцев самый лучший вариант – это чтобы при власти все-таки остался Франсуа Олланд. Во-первых, у него нет пиетета к России, во-вторых, он уже имел дело с Путиным, и его позиция идентична позиции ЕС. Да не, зачем нам Олланд? Зачем он нам нужен? Вместо него там клевые ребята придут, наши друзья. Если же кандидатом от правых окажется все-таки Саркози, который еще во втором туре поборется за Елисейский дворец Марин Ле Пен, то нам придется привыкать уже совсем к другой Европе. Причем, что еще вчера Украина отошла не на вторую и не на третью даже позицию. Даже в новостях, вот в новостях во Франции, вы знаете, смотришь телевизор, и чтобы услышать Украина, вообще слово Украина, надо долго сидеть. Украина, к сожалению, уже очень давно не находится именно в центре внимания французов. А еще совсем недавно наши отношения находились просто на пике. Это не я сказал, Порошенко сказал, или он соврал? Я впевнений в тому, що наша співпраця знаходиться зараз на найвищому рівні. Я, користуючись можливістю, запрошую пана президента відвідати Україну з візитом. Да, ладно, что ты кривишь душой. Мы не хотим его видеть в Украине. Нам вообще он не нужен, и его советы не нужны. И еще, кстати, не хочешь добавить, что он лучший друг наш? Вас, пане президент, в Україні чекають, вам ради. Ви справжній друг України. Дякую вам. Ну, не лучший, но настоящий. Порошенко назвал Олланда настоящим другом Украины. Так недавно. Так недавно было вот это вот от Алексея Гончаренко во Франции украинских депутатов приветствовали стоя. Ой, посмотрите-ка, все встали. Во Франции нас любят. Видите, как нас любят во Франции? Вот так вот. И ПАСЕ еще нас не продало. Ой.
Самое интересное, что Ирина Геращенко, представитель Украины в ПАСЕ, она или не поняла выступление Олланда, или одно из двух. Виступ президента Олланда зібрав таку рекордну кількість як депутатів, що входять до парламентської асамблеї Ради Європи, так і гостей. І, власне, в своєму виступі президент наголосив на неприпустимості анексії Криму, окупації Донбасу. Она такая счастливая, я вот что-то не пойму. Так все хорошо получается, чего вы тогда гоните на Олланда? Що він не збирався супроводжувати російського президента під час його візиту можливого до Франції і участі його в певних заходах. Це безпрецедентна заява, коли публічно. Короче, Геращенко так заслушалась тем, как Олланд публично опустил, унизил, растоптал Путина, что пропустила просто, как Олланд говорил об українських границях. Підсумуйте, розкажіть, як ви це оцінюєте? По-перше, президент Франції, оцінюючи можливість візиту російського лідера до Франції, яка була запланована, цей візит на жовтень, дозволив собі достатньо жорсткі оцінки і навіть не дипломатичні вислови. Короче, границы Украины тут дело десятое. Главное, он Путина опустил, да? Знаєте, на жаль, нашій делегації не вдалося задати запитання. Ми якраз сформулювали питання до пана Гі Муна. А это она наезжает на пана Гі Муна. Но они не смогли задать ему вопрос, потому что как раз таки формулировали его. Формулировали, пока сформулировали, дедушка уже ушел. Як на мене, це підриває довіру до такої важливої організації, якою залишається Організація Об'єднаних Націй. Тут фишка в чем? Это я к чему? Они не вчера начали наезжать на всех, кто им не нравится. Они не вчера начали накатываться на главу ПАСЕ. Они наезжали на главу ООН. Они наезжают сейчас на Олланда. Они наезжают на всех, не задумываясь над тем, к чему это приведет. А создается впечатление иногда, что ребята работают на врага. Потому что они выезжают и вместо того, чтобы как-то, знаете, как-то так влюблять в нас Европу, они делают все для того, чтобы даже наши друзья, ну, вернее, друзья Киева, начали плевать в его сторону. У меня складывается такое впечатление, знаете, отстраненно из Европы. Пока.